Всем привет! Меня зовут Давид, и вы на канале PowerPoint это легко. Сегодня мы с вами продолжим разговор о форматировании текста. В частности, я вас сегодня познакомлю о видах заливок текста. Давайте для начала создадим слайд, а в нем напишем какой-нибудь текст. Раньше для форматирования текста мы с вами использовали инструменты на вкладке «Главное». Вот они. Сейчас я вас познакомлю с новой вкладкой, которая появляется при выделении текста. Называется она «Формат». Смотрите. Выделяю текст, и она появляется. А значит, ее можно использовать. Щелкаем по ней. Открывается больше всяких опций при работе с текстом и фигурой, в которой он написан. В данном случае в прямоугольнике. Но мы сегодня с вами, как я уже говорил, поговорим только о типах заливок текста. Давайте для наглядности я сделаю текст более жирным и большим. Так, шрифт давайте Arial Black. И размер давайте 96 единиц. Чтобы все было наглядно видно. Так, формат. Вы уже знаете, как изменять заливку текста. Красную, желтую, темно-зеленую, голубую. Вы даже научились мешать свои цвета. Здесь то же самое. Заливка текста. Вот она палитра. Но также здесь есть дополнительные опции. Рисунок, градиентная заливка и текстура. Давайте в заливку текста сделаем рисунок. Вот я подготовил картинку клубники. Нажимаем по ней. Теперь вместо цвета текста стал рисунок клубники. Давайте посмотрим, как это будет отображаться при показе презентации. Смотрится красиво. Теперь давайте сделаем заливку текста градиент. Для этого выделяем текст, заливка текста, формат, заливка текста, градиентные. Выпадает меню с образцами, которые сделали разработчики. Давайте сделаем свою градиентную заливку. Для этого нажимаем на кнопку «Другие градиентные заливки». Открылось окно форматирования текста. В этом окне выбираем «Заливка текста», «Градиентная заливка». Разработчики нам сделали заготовки градиентных заливок. Но если ни одна из них нам не подходит, мы можем сделать свою. Давайте научимся. Давайте я вам расскажу, как это делать. Вот он наш текст. Для того, чтобы создать градиент для этого текста, нужно сделать несколько точек, в которых будет цвет. То есть, допустим, наверху у нас будет у текста красная точка, а внизу синяя.
Вот, например, мы задали две точки. Программа сразу автоматически сделает из них градиент. То есть плавный сделает переход. Примерно вот так вот. Давайте эти две точки зададим. Так, нам нужно 2, а здесь уже 4. Лишнее удаляем. Вот, 2 точки. Первая точка будет у нас красного цвета. Сделаем ее положение наверху, то есть 0%. Это самый верх, 100% это самый низ. 0%. И вторая точка синяя. Самый низ. Ну, можно давайте 99. А то она уж слишком вниз ушла. Вот. Мы задали только две точки. Верхнюю красную и нижнюю синюю. И программа PowerPoint автоматически между ними сделала градиент. Но можно делать не только две точки. Можно делать и 3, и 4, и так далее. Давайте добавим между этими двумя точками третью точку. Ну, например, желтого цвета. Чтобы сделать ее посередине, нужно сделать примерно 50%. Точка добавлена. Давайте пододвинем верхнюю пониже и нижнюю повыше. Ой, это я нечаянно потрогал не ту, желтую. У нас нижняя, это вторая. Повыше. Ну, такой градиент получился. Кроме того, цвета этих точек можно делать прозрачными. Например, давайте верхний, красный, сделаем прозрачным на 40%. Видите, он стал таким блеклым и пропускает через себя все, что находится под ним. Таким образом создается градиент. Мы сейчас с вами работали с линейным градиентом. То есть этот градиент сдавался такими вот линиями. Вот. Если нам нужно этот линейный градиент повернуть, например, на 90 градусов, чтобы он стал вот таким. Для этого мы в этом поле указываем, насколько мы хотим повернуть. Сейчас, если у нас 90 градусов, он сейчас находится, то, чтобы повернуть, давайте напишем 180 градусов. Градиент повернулся. Или же 0 градусов. Вот так вот будет лучше. Мы здесь также можем указывать положение точки с цветом. Это мы сейчас с вами говорили о линейном градиенте. То есть градиент состоял из многочисленного количества линий. Можно также создавать и радиальный градиент. Радиальный это примерно вот такой вот. Давайте изменим все. Радиальный градиент это примерно вот такой. Он располагается такими дугами.
радиальный. Прямоугольный. Это вот такой вот градиент. Такими прямоугольниками. Даже можно сказать не прямоугольником, а углом прямоугольника. И путь. Путь это уже, можно сказать, такой прямоугольник. Ну и так далее. Ну что, о градиенте поговорили. Теперь давайте поговорим, как сделать заливку текста текстуру. Для этого нажимаем на заливка текста, текстура. Выпадает меню с заготовками текстур, наводя на которые мы будем видеть результат. Если нам результат понравится, мы можем щелкнуть на эту текстуру, и она применится. Но мне голубенькая понравилась. Нажимаю по ней. Также есть дополнительные параметры, как и с градиентом. Текстура, другие текстуры. Вот. Набор текстур, заданные разработчиками. Разные смещения, выравнивание, прозрачность. Все это настраивается. Отражение. Также мы можем сделать свою текстуру. Для этого нажимаем «Файл», выбираем «Рисунок», ту же самую клубнику. Вот. Рисунок применился как заливка. Теперь нажимаем на кнопку «Преобразовать рисунок в текстуру». Картинка преобразовалась в текстуру. Что значит картинка преобразовалась в текстуру? Давайте я вам сейчас объясню. Раньше картинка задавалась как заливка, просто как картинка, вот так вот. Там какая-то была нарисована клубника, то сейчас мы можем эту картинку преобразовать в текстуру. То есть этих картинок стало много. Вот так. Вот так. Вот так. Как плитка. Количество этих картинок, размер, все задается через эти параметры. Давайте с ними поиграем. Масштаб это мы изменяем. Размер картинки. Советую масштаб изменять одинаково как x, так и y, чтобы сохранять пропорцию картинки. Поиграв с этими ползунками, можно добиться вот такого результата. Давайте посмотрим, как он будет отображаться при показе слайдов. Даже очень красиво. Домашнее задание. Поиграйте с градиентной заливкой текста и сделайте примерно такой же градиент, который вы сейчас видите на своих экранах. Для удобства работы вначале сделайте большой и жирный текст. Важно! Угол наклона градиента должен быть равен 120 градусам. Ну что ж, наш урок подходит к концу. Мы сегодня с вами познакомились с типами заливок текста. Большое вам спасибо за внимание. Жду вас на следующем занятии. Пока!